Так, поехали. О чем это речь? Я вас познакомлю с компанией Atomic Soft и познакомлю с продуктом, который мы представляем. Значит, первое, о чем хочется сказать, это о том вообще, что такое компания Atomic Soft, откуда она взялась. Это пример не создания компании с нуля, когда вдруг решили ребята создать некую систему и собрали компанию, начали делать продукт. Это результат достаточно долгого общего труда. Это инженеры, которые вышли из одной инженеринговой компании и работали долгое время в крупном системном интеграторе в компании Syntec. Это было отдельное подразделение, именно разработческое, которое было направлено исключительно на нужды одного системного интегратора, на нужды одной компании. Продукт, который создавался, он как таковым, по сути, не являлся коммерческим. Он использовался исключительно во внутренних проектах, в собственных проектах компании Syntec. Поэтому такое большое количество внедрений именно в Транснефть, в компании Транснефть, потому что там вот именно Syntec достаточно плотно работает с этим конечным заказчиком. Когда был запущен один из проектов, про который я там расскажу чуть ниже, значит, стало ясно, что продукт достаточно интересный получился, и он имеет право на жизнь. Поэтому бенефициары компании Syntec приняли решение диверсифицировать бизнес и выделить это подразделение по разработке этого продукта в отдельную коммерческую компанию, которая в данный момент является самостоятельным коммерческим подразделением, самостоятельная коммерческая структура и выводит этот продукт на рынок. То есть мы его развиваем именно как коммерческий продукт, и он предназначен для широких масс. На данный момент компания имеет 3 филиала. Имеется в виду, кроме главный офис в Томске, есть филиал в Уфе, в городе Саров и в городе Москва. Компания это на данный момент больше 70 сотрудников. И суммарно, если мы возьмем весь опыт разработки текущего продукта, который есть у нас, это там больше 15 лет. У нас есть развитая партнерская сеть, у нас много системных интеграторов, и у нас есть целый один дистрибьютор. Значит, когда мы говорим про количество инсталляций, имеется в виду не систем, а имеется в виду количество серверов, которые установлены. Ну, все так делают, поэтому мы не являемся исключением. Что касается российского ПО, у нас есть все документы, которые подтверждают, что наше ПО является российским. Перечислять смысла не буду. Был вопрос про стек. Значит, в данный момент мы находимся в процессе получения стека. Значит, уровень доверия, наверное, вряд ли будет выше 4-го. Получим мы его, я надеюсь, мы получим его в следующем году. Потому что тут есть некоторые нюансы там, с выездом обследования нашего офиса, то есть место производства. А для этого необходимо к нам приехать, а всякие изоляции, они мешают. Поэтому это вот отодвигается. Мы этим процессом уже озаботились достаточно давно. Поэтому в стек будет, потому что у меня есть подозрение, что у нас нет шпионов, которые пишут закладки. Но все же нас проверят и убедятся в том, что они отсутствуют. Мы пытаемся строить, вернее, не мы пытаемся, мы строим экосистему Atomic, где наш продукт является, может быть, главенствующим, или тот продукт, вокруг которого вообще все крутится. Значит, у нас есть Alpha Runtime, это некие ядро системы, которое позволяет построить распределенную систему управления. Некоторые скажут, вы про DCS говорите? Нет, я говорю про распределенную систему диспетчеризации. Железо сюда не входит. Пока. Но работы в этом направлении ведутся. Дальше у нас есть средства визуализации, у нас есть средства построения SCADA-системы, у нас есть собственный сервер истории, это собственный движок, это база данных временных рядов. У нас есть сервисные услуги, достаточно богатый набор. У нас в ближайшее время появится SDK. Я надеюсь, у нас появится в ближайшее время в том числе и подключаемые модули, которые используют именно вот наши технологии, наш внутренний протокол. Значит, мы организовываем внутренний, скажем так, чат-комьюнити, где партнеры и пользователи могут общаться.
В будущем мы предусматриваем в том числе развитие партнерского сайта, где партнеры могут публиковать свои какие-то разработки и ими обмениваться. А также у нас есть партнеры, которые обеспечивают нам MES-уровень. То есть все эти вещи, они у нас присутствуют, и мы в этом направлении развиваемся. Возможно, часть каких-то месовских задач в будущем мы будем реализовывать, но на данный момент у нас их нет. Продукт развивался или разрабатывался с учетом, скажем так, какого-то идеала. Вот мы для себя построили, как должен выглядеть идеальный продукт. Вот с нашей точки зрения, это он должен обладать как минимум 5 основными свойствами, показателями. Надежность или отказоустойчивость, удобство и простота эксплуатации, масштабируемость, производительность и кроссплатформенность. Что касается масштабируемости, то я бы ее преподнес бы в нескольких видах. Вы сейчас видите типовые архитектуры, которые можно построить на наших текущих компонентных, на нашей компонентной модели. То есть мы продаем компоненты, которые позволяют построить различные архитектуры от локальной системы до системы распределенной многоуровневой. Ну, посередине, скажем так, вот следующее после локальной, назовем это шкафной системы, у нас есть система, скажем так, не доскада, назовем ее таким образом, но это некий аналог нетача. Это когда отсутствуют выделенные серверы, и, в общем-то, все задачи решаете внутри, по сути дела, одного арма. Следующий уровень – клиент-серверная архитектура, где есть в явном виде выделенный клиент. Соответственно, более развитая архитектура – это резервирование именно серверов. Причем серверы могут быть здесь в количестве не больше 2. То есть это пара резервных серверов, которые выполняют функции одного. И самая большая, так сказать, конфигурация, которая может быть создана, это альфа-платформа. Платформа – это где количество серверов не ограничено, и где количество уровней передачи информации оно тоже не ограничено. На текущий момент все вот 4 типа архитектуры, они могут быть построены с помощью наших компонентов. И здесь важно уметь их использовать, скажем так, по назначению. Но с нового года мы планируем отойти от модели компонентной, потому что она достаточно сложная с точки зрения восприятия, и возникает у некоторых, скажем так, желание иногда сэкономить. И начинает возникать мысль: ой, а может быть включить этот модуль, ой, а может быть не надо, давайте там 3 рубля сэкономим и там лишим заказчика определенных преимуществ. Мы отходим от компонентной модели, и с нового года у нас будет продуктовая модель. Вот, по сути дела, вы сейчас видите вот 4 продукта. Как они будут называться, я не готов сказать. Они, скорее всего, будут называться по-другому. Но смысл будет такой, что если вам нужна будет локальная автоматизация, без каких-то внешних сетевых доступов, у вас будет продукт, например, это будет называться Alpha HMI. Если нужно что-то для взаимодействия между узлами, то это, пожалуйста, вот Alpha HMI+. Если вам нужна классическая SCADA-система с клиент-серверной архитектурой, с резервированием сервера, пожалуйста, используйте SCADA. Если у вас система большая, какая-то хитрая, то есть продукт, который называется Альфа-платформа. На нем можно построить, в общем-то, любую распределенную архитектуру с любым количеством серверов ввода-вывода. Под словом «любых» я подразумеваю любых в разумных пределах под задачи, которые у вас есть. Значит, про один из самых больших проектов я вам буквально тут затрону. Это вот на следующем слайде будет. Что касается универсальности, то на данный момент у нас наш продукт имеет реализации в следующих отраслях. Это нефтегаз. Причем нефтегаз во всех 3 его проявлениях. Это и добыча, и транспортировка, и переработка. В энергетике есть проект, и не один, и есть в транспорте. Система достаточно универсальная, ее можно использовать практически везде, поэтому, если вы придумаете еще какие-то примеры, я думаю, они будут тоже здесь уместны. Моя задача была вам показать именно то, где есть реальные проекты.
Значит, что касается надежности, то хочется отметить, что, наверное, самым главным критерием при создании системы это была ее отказоустойчивость, надежность. Система получилась реально неубиваемая. Вот как бы это эмоционально не звучало, но именно так. Потому что ни одна инсталляция, которая у нас есть, она нигде никогда, в общем-то, не падала до такого состояния, которое не позволяло бы обслуживать или работать с объектом. То есть таких примеров нет. Что касается проекта ВСТО-2, то мы попросили компанию, которая его реализовала, это компания Syntec, более подробно рассказать на одном из следующих семинаров. Они дадут больше информации. Значит, количество серверов там около 100. Количество тегов на сегодняшний момент, вот, врать даже не буду, но больше, чем 500 000, потому что только в истории пишется больше 250 тысяч. Значит, и эта отказоустойчивость, она, в общем-то, базируется на том, что мы, во-первых, используем, естественно, избыточное резервирование узлов. Вот. Дальше у нас есть хитрая вещь под названием компиляция и версионность. Следующий товарищ, который за мной будет выступать, коллега Виктор, он вам покажет, скажем так, одну часть этого, что такое версионность. У нас есть резервирование каналов 1+N. В обязательном порядке у нас есть буферизация в запись. Ой, господи, буфер при записи в сервер истории. Потому что мы изначально строили систему под большой распределенный проект. Смысл-то в том, что вот даже если смотреть историю развития продукта нашего, то Альфа-платформа впервые, когда появилась и стала рабочим продуктом, который везде используется так сказать, в проектах, она не имела клиентской части. То есть в отличие от многих наших конкурентов, мы в первую очередь были сосредоточены именно на разработке вот этой системной части, основы. То есть мы изначально разрабатывали распределенную многоуровневую систему с гарантированной передачей данных, с отсутствием дырок в записи истории, система, которая высоконадежная, и в общем, уровень доступности он достаточно высокий. То есть это было главное, на что мы фокусировались. Что еще интересного? Вот что касаемо надежности, то мы на сегодняшний день доработали систему, которая позволяет делать больше, чем 2 канала связи. Причем мы развили свою систему таким образом, доработали, что слейв, то есть резервный сервер, может выступать активным с точки зрения коммуникации. Он тоже может собирать данные, и он эти данные может отдавать в основной сервер. Зачем нужно? Ну, есть задача, когда в большой системе больше, чем 2 канала связи, это больше, чем 2 физических канала, бывает даже больше, чем 2 типа каналов. И иногда для обеспечения отказоустойчивости, если это большая система, то лучше использовать несколько каналов одновременно при обращении к тому же контроллеру. Плюс зачастую в контроллере ставят по несколько карт ввода-вывода, чтобы снять нагрузку. При этом это резервирование работает, и если по каким-то причинам канал связи пропал, то все данные начинают тянуться по оставшимся каналам. То есть схема у нас рабочая. Что касается нагрузки, что касается надежности, то, опять же, неубиваемость системы обеспечивается вот путем следующих, скажем так, 4 основных моментов. Первое – это возможность распределения нагрузки, это компиляция, буферизация и использование собственного нативного протокола передачи данных между узлами внутри системы. Значит, распределение нагрузки. Распределение нагрузки несет в себе следующий смысл. Вы можете разделить проект на части, и каждая из частей этого проекта может работать независимо. Она может работать, во-первых, на другом компьютере, а во-вторых, она может работать на этом же компьютере на еще одном экземпляре сервера. Вы можете одновременно запускать несколько экземпляров серверов, каждый из которых будет виден в системе как уникальный. То есть вы можете дробить на блоки систему и запускать отдельные экземпляры каких-то подзадач. Ну, например,
отдельно сделать вентиляцию, отдельно сделать там подачу чего-то, отдельно сделать там, допустим, мельницы, отдельно какой-нибудь трубопровод, отдельно мешалки, как угодно. Можете по этажам, по отметкам, можете там территориально разбивать, по технологическим каким-то вещам, как угодно. И смысл в том, что когда вы вносите какие-то изменения, то эти изменения могут затрагивать исключительно только эту часть, а не целиком проект. То есть, когда вы будете передергивать проект, это будет касаться исключительно вот этой одной маленькой подзадачи. То есть, уронить целиком систему в данном случае вероятность гораздо ниже. Вот. Причем вот эта вот возможность распределения нагрузки, она частично избавляет от необходимости виртуализации, потому что вы можете управлять загрузкой этих вещей, и при необходимости, если у вас больше 2 компьютеров в вашей сети, вы можете переносить задачи с одного места на другое. То есть вы переконфигурируете систему и говорите, что эта часть проекта теперь будет запускаться не на этом узле, а на другом. Или вообще видите, что нагрузка выросла по каким-то причинам, значит, или вы там добавили оборудование, или вам понадобилось в 2 раза чаще опрашивать. Вот. А вы можете купить отдельный компьютер, туда это перенести. Взять мышкой и перетащить. Компиляция. Почему компиляция, а не трансляция? Ой, мы хотим всем в онлайне все менять. Ну да, в онлайне можно менять, но при этом есть достаточно частые, скажем так, реальные факты, которые говорят о том, что некоторые не совсем осознанные изменения могут привести к тому, что система может рухнуть. Имеется в виду не обязательно рухнуть там, с точки зрения на системном уровне, что там свернулся процесс. Хотя такое тоже может быть в реальных системах. Значит, есть такое понятие, как вот внес какие-то изменения в проект, да, и оператор там что-нибудь потерял управление. А что там наделал, этих изменений может быть несколько, там целая цепочка. А как назад откатить? Ну да, если ты нормальный, умный, то сделал ты, значит, себе бэкап. Значит, тебе нужно этот бэкап поднять, быстренько его вернуть, а штатных средств, как правило, для этого нет. Мы поступаем другим образом. У нас есть механизм компиляции, который, во-первых, проверяет все наши скрипты, значит, и которые нам гарантируют отсутствие ошибок в периоде рантайм, всяких глупых, типа неправильной переприсвоения типа. Вот. А потом есть такая штука, как версионность. То есть, если вы сделали какую-то версию системы, она хорошо работает, вы ее помечаете как стабильная, и она у вас остается. В принципе, можете откатиться и на нестабильную. Глубина вот этих вот вложений, не вложения, а глубина или там количество сохраненных, оно, в общем-то, бесконечно. Но, опять же, в разумных пределах. Я не знаю, 1 000 000 версий вряд ли у вас будет. Вот. Я думаю, что это ограничено размером диска, не думаю, уверен, вот, и здравым смыслом. Но количество версий, оно бесконечно. То есть вы можете откатываться как вперед, так и назад. Это, в общем-то, не имеет значения. Если мы будем использовать онлайн-изменения, вот так сделать это достаточно сложно. Значит, внесение изменений, вернее, этот откат, он происходит достаточно просто. По сути, там, в 2 клика. Еще один важный момент – это собственный язык сценариев. Мы сделали его, потому что поняли, что нам требуется продолжение нашего внутреннего движка, нашего ядра, чтобы оно получило воплощение в виде какого-то языка. Значит, у нас есть 2 внутренних языка, которые мы используем. Это JavaScript. Мы его не рекомендуем использовать, мы его поддерживаем. И у нас есть собственный язык сценариев, который очень похож на JavaScript, но он статически типизированный. То есть там все элементы, все перемены, которые используются, они имеют заранее определенный тип. Буферизация, она, как говорится, и в Африке. Буферизация тут ничего по этому поводу говорить, наверное, не имеет смысла. То есть если узел потерял связь с сервером истории по каким-то причинам, а причин в распределенной большой системе может быть множество. Вот в мою бытность, когда я работал на Дорогобуж, была такая забавная история, когда БелАЗ снес эстакаду. Там не только оптический кабель, там и трубопроводы порвались. В жизни всякое бывает, и не всегда кольцевое резервирование работает. Поэтому буферизация, она, в общем-то, нужна, потому что если мы хотим построить большую систему, тоже там осаду предприятия,
без буферизации это работать не будет. Дырки в истории обеспечены. Вот. Опять же, с помощью буферизации мы разработали, не с помощью буферизации, для того, чтобы буферизация работала нормальным образом, мы использовали собственный протокол, разработали собственный протокол, который использует метки времени. То есть это является частью протокола. Быстрая простота. Ну, первое. Мы используем объектно-ориентированный подход. То есть у нас объектно-ориентированная модель, и все проекты, которые у нас делаются, они используются как на уровне понятия объекта на системном уровне, так и на уровне графическом. Опять же, любые изменения в саму библиотеку, они позволяют мгновенно их применить на все экземпляры, существующие в проекте. И вам не нужно искать, где они находятся. Как зачастую в некоторых, скажем так, системах, которые не имеют объектно-ориентированного подхода. Развертывание проекта на все узлы осуществляется с одной точки. Значит, вектор отрочника, который будет выступать за мной, вам продемонстрирует это на одном, но по факту оно работает абсолютно так же на несколько узлов. Поэтому вы это увидите в явном виде. Опять же, внесение изменений в систему в один клик. То есть, если вы сделали изменения, откомпилировали, нажимаете «Внести изменения», ну, по сути, в 2. Вот. Это работает. Дальше. У нас есть единая среда разработки проекта для любого, скажем так, размера проекта, да, и любого типа операционной системы. То есть, если мы разрабатываем проект То есть, для разработчика неважно, под что вы разрабатываете проект, под Windows или под Linux. Это не имеет значения. И есть нюансы при развертывании самой системы, но с точки зрения самой, скажем так, самого подхода при проектировании разницы никакой. Следующий важный момент. Система является кроссплатформенной и есть возможность перехода Windows Linux, по сути дела, на ходу. То есть вот такие вещи, они, с нашей точки зрения, помогают вам хорошо жить. Что касается производительности, немаловажная вещь. Вот почему производительность? Чем она интересна? Ну, первое. Мы тестируем систему, наши сервера и базу данных при работе до 2 миллионов тегов. Система показывает стабильные результаты. Значит, производительность чем интересна? Что когда ваш сервер потребляет мало ресурсов, сервер истории потребляет тоже немного ресурсов, то вы можете и одновременно эти две задачи запустить на одном компьютере. Мало того, при небольшом потреблении ресурсов вы можете сэкономить на сервере, который обойдется вам дешевле. То есть вообще все это отразится на том, что первое, это будет работать более стабильно. Второе, вы сэкономите денег на железе и на операционках, если вы будете покупать, допустим, Windows. Соответственно, это экономия. Плюс у вас развязаны руки. Вы можете на одной машине все это запустить, посмотреть. Ну, если вам не нравится по каким-то причинам, можете потом перекинуть на другую. Но сама по себе производительность, она очень важна с точки зрения, в том числе и маленьких систем. Потому что та же локальная система, которую мы будем делать для шкафов, она будет настолько компактная, но она при этом будет включать в себя в том числе и сервер истории. И будет стабильная работа. Значит, что касается производительности сервера истории. Мы всегда в своих презентациях рассказывали, что у нас есть какая-то вот производительность, и называли цифры. Значит, на что компания RTSoft сказала: а вы вообще это где-нибудь когда-нибудь замеряли, подтверждали кем-нибудь? Мы им предложили сделать это. Потому что, скажем так, цифры, которые мы заявляли, их, мягко говоря, удивили. И вслух не сказали, намекнули, что мы как-то балаболы. То есть, вернее, они сказали, так мягко сказали: а вы не боитесь заявлять такую производительность? Вот. Мы говорим: нет, не боимся, приходите, замеряйте. Значит, мы с ними согласовали методику, по которой мы будем проводить измерения, согласовали стенд, и в течение нескольких дней мы проводили тестирование. Значит, на этом тестировании присутствовали представители еще одной компании, которая пожелала остаться неизвестной, ну, ради бога. Значит, мы всех приглашали,
Кто хотел, мог прийти посмотреть, убедиться в том, что мы проводим это честно, методика понятна, ясна, стенд вот он. Вы видите показатели, которые были зафиксированы. Об этом у нас подписан протокол совместный и запись, значит, об этом. Так, вопрос. Сколько занимает одна запись? Запись может сжиматься еще, это отдельная тема. При сжатии где-то там в районе, в среднем 12,5 байт. Вы можете показать все схемы? Подождите, можем, мы все можем. Значит, что касается производительности, вот конкретно вот этого вот слайда, да, вы можете у нас попросить, мы вышли вам методику, вы посмотрите, как это делается. Вы можете ее повторить. Это ради бога. Это не наше голословное заявление, а это исключительно вот замеры, которые были реалистичными. Поэтому вот что увидели, то и написали. Кроссплатформенность тоже важный параметр, на наш взгляд, потому что, скажем так, не все операционные системы на сегодняшний день, ну та же Windows, к сожалению, в ряде случаев она просто неприменима. Ну, например, в военных применениях, да, с Нового года они вообще запретили на любых объектах, там, любые вообще применения не российского ПО. Вот. К тому же ну, есть объекты, для которых это критично, та же энергетика. Поэтому, с нашей точки зрения, это достаточно интересный тренд, и мы должны на него смотреть и делать, так сказать, все в этом направлении. Поэтому мы проделали ряд работы, и на сегодняшний день мы вам предлагаем там на выбор, чтобы вы могли выбрать операционную систему. Здесь указаны операционные системы, на которых мы тестировали и проверяли, и на некоторых из них есть даже реализованные проекты. Вот, что касается Astra Linux, достаточно известного, вот, то сама компания Rusbitech, она проводила тестирование, мы ей давали версию, они ее катали и выдали нам сертификат совместимости с версией 1.6 Special Edition. Вот. Как они там, методика тестирования сказать вам не могу, они нам ее не предоставляли. То есть, вот, ну, факт остается фактом, то, что сама компания-производитель или там сборки операционной системы, она подтвердила то, что она работает стабильно, все хорошо. Дальше. Чтобы не быть голословным, вот одно из внедрений. Работает на Linux уже больше года. Это Костромская ГРЭС. Значит, версия это, вернее, этот проект, он еще интересен тем, что он является гибридным. То есть это реализация, где сервера под Linux, а графическая часть, она находится, она сделана на Windows. Ну, сейчас мы будем и это менять, но чтобы вы поняли, что вот это вот, скажем так, совместимость, не то что совместимость, вот эта вот кроссплатформенность, она может быть в том числе и внутри одного проекта. Можно часть серверов сделать на Windows. Можно по ходу пьесы менять часть серверов. То есть вы можете менять по ходу пьесы, но в ходе эксплуатации объекта, ну, в принципе, даже на лету, один из серверов поменять операционную систему, залить туда проект и переключиться с одного на другой. Вам никто не мешает. Собственно, какие типы лицензий мы продаем? Есть постоянные, есть временные. Это, в принципе, главное, что нужно понимать. То есть под временной понимается подписка, так называемая. То есть когда вы можете купить во временное пользование. Мы не навязываем тот или иной тип лицензий. Вы можете выбрать на свое усмотрение. Но просто имейте в виду, что лицензии бывают в том или ином виде. Мы поддерживаем и то, и другое. У нас есть услуги. У нас есть разовые услуги. И есть также периодические услуги, которые мы воплотили в контрактах SLA. То есть мы создали систему контрактов соглашений об уровне услуг. Вот. И важным моментом здесь очень важно отметить, что значит, мы минимальный набор услуг уже включаем в стоимость лицензий. То есть мы не требуем отдельно оплачивать доступ к технической поддержке. Он у нас включен уже в стоимость лицензий.
Вот, по сути дела, вот этот вот базовый уровень, который есть синим помечен, это, по сути дела, то, что входит в стоимость лицензий. Наши уровни сервиса, уровни услуг, они отличаются, по сути дела, временем реагирования. И ну, там есть еще дополнительные плюшки, но основное отличие в них – это именно исключительно вот время реагирования, время реакции. То есть, если у вас есть свои собственные специалисты, значит, которые обладают достаточно высокой квалификацией, и вы знаете, что они закрывают там все абсолютно, ну, скажем так, подавляющее большинство кейсов они закроют оперативно, наверное, для вас не имеет смысла покупать какой-то сервисный контракт. Потому что ваши специалисты обладают достаточной квалификацией для того, чтобы это сделать. Если у вас нет таких специалистов, а объект критичный, то, наверное, все-таки вам будет интересным некий более, скажем так, продвинутый уровень услуг, которые в том числе мы будем обеспечивать за счет нашей технической поддержки. То есть есть варианты. Внизу написана стоимость этих, скажем так, различных уровней услуг в зависимости от их объема. Вот. И теперь еще есть один важный момент, что на текущий момент, сколько продлится, я не знаю, но, по крайней мере, до конца года мы делаем следующую вещь. Ну, наверное, не секрет, что, как правило, когда покупают, большинство компаний пытаются сэкономить. Значит, и зачастую происходит такая штука. Давайте откажемся от контракта, от какого-нибудь сервисного, потому что он стоит каких-то денег. Давайте сэкономим 3 копейки. Особенно, когда это покупают к закуперам. Закуперы, ну, в смысле, отдел закупки, да, у них есть свои KPI по сокращению цены, они должны свои деньги отрабатывать, и они там делают все, чтобы получить себе премию. Возможно, в ущерб тем, кто потом будет эксплуатировать. Потому что, в общем-то, их это мало интересует, ну, как правило. Вот. А здесь картина такая, что если сразу в бюджете, вот в бюджете вашей эксплуатирующей организации не появится статьи затрат на сервисный контракт, то потом она вряд ли появится. Потому что в реальности как происходит? Приходишь к руководителю и говоришь: слушай, мне нужна техническая поддержка. Он говорит: а зачем? Ну вот там вот новая версия, обновление, более быстро реагирует, иногда там может возникнуть вопрос. Ну что, говорит, плохая система или там плохой софт? Да нет, нормально работает. А как ты до этого работал? Ну как-то работал. Ну обычно там хлопают по плечу и говорят: ну так и работай. То есть смысл в том, что если нет такой статьи в бюджете сразу, она потом вряд ли появится. Поэтому мы предлагаем при покупке лицензий давать вам скидку, чтобы конечный заказчик получал скидку и экономил на лицензиях, чтобы стоимость лицензии с сервисным контрактом стоила же столько же, сколько без сервисного контракта. По поводу бессрочности акций сказать не могу, но до конца года она точно будет работать. Значит, что касается жизненного цикла, мы заявляем, что мы поддерживаем продукт в течение 10 лет. Здесь есть важный момент. Значит, все, кто купил у нас версию ПО, у кого есть официальная лицензия, он может бесплатно обновиться до следующей версии. Мы выпускаем стабильную версию, будем выпускать стабильную версию раз в 2 года. Вот, соответственно, у вас жизненный цикл, ну, время поддержки версии, которую вы можете приобрести, он будет от 10 до 12 лет. Значит, важный момент. Первые 2 года мы поддерживаем, значит, обновление операционных систем, когда выходит какой-нибудь сервис-пак. Вот. А если выйдет новая версия операционной системы, то мы тоже, скорее всего, в том числе там будем ее поддерживать. Ну, по крайней мере, протестируем на совместимость. Если это, ну, я думаю, это не такие большие затраты, мы на это пойдем. А что касается следующего этапа, сервисного этапа, то мы новые операционные системы не поддерживаем.
Ну, имеется в виду новые версии операционных систем не поддерживаем. Вот. Но обновление, всякие сервис-паки, которые ходят к операционкам, если не затрагивают наш софт, то мы тоже будем это дорабатывать. Собственно, в этой таблице все это отражено. Далее, в любом случае, по критичным инцидентам на всех стадиях жизненного цикла мы будем рассматривать. Значит, критичный инцидент – это тот, который не позволяет дальше эксплуатировать. Ну, то есть это, скажем так, программное обеспечение, для чего оно предназначено, не может выполнить свои функции. Вот. И есть еще некритичные инциденты, которые мы, в общем-то, на старших стадиях рассматривать будем исключительно по имеющейся уже базе данных. То есть там разбираться в деталях этого вопроса мы не будем. Еще важный момент. Мы, в отличие от некоторых наших конкурентов, мы позволяем покупать старые лицензии. Ну, например, у вас есть система, которая 3 года уже в эксплуатации, и вы хотите докупить к ней лицензию. Некоторые просят сделать что? Обновить до текущей версии все те лицензии, которые есть у вас на борту. То есть, таким образом, конечный заказчик попадает на обновление. То есть, достаточно бывают весомые деньги, потому что прежде чем купить новую лицензию, нужно еще это обновить. То есть, это весомое. Вот, поэтому мы от этого, так, мы так не практикуем. То есть мы разрешаем докупать лицензию уже на существующую. Или, если вы строите новую систему, у вас большой парк установленных систем, и вы не хотите зоопарк, а хотите иметь все абсолютно системы одной версии, что в принципе разумно, то мы можем рассмотреть вопрос и, скорее всего, пойдем вам навстречу и продадим в том числе старую версию для новой системы. Не вопрос. Собственно, это все, что я хотел вам рассказать вкратце. Задачи не было рассказать что-то в деталях про альфа-платформу или про Atomic Soft, потому что это достаточно большой увесистый объем. У нас есть будет серия семинаров. Задача была кратко рассказать о том, что из себя представляет наше программное обеспечение, и что вы с этим можете сделать.